Приветствую, друзья. Путин пообещал душить иностранные интернет-сервисы. Надо их душить. Согласен полностью. Говорю без всякого стеснения. На поручение Путина тут же отреагировал министр цифрового развития Шадаев. Президент сказал душить, значит будем душить. Иностранные сервисы — это Google, YouTube, Zoom и другие. Но помимо всех известных сервисов, это множество вспомогательных и служебных программ, которые потребителям не видны, но жить без которых сложно. Как власти умеют душить сервисы, мы прекрасно знаем. Блокируют один сайт, а недоступными оказываются тысячи других. Так, 14 января этого года Роскомнадзор и вовсе на час убил вообще весь интернет по всей России. Сделано это было по глупости и криворукости. В России сегодня был зафиксирован масштабный сбой в работе интернета, из-за чего сотни сервисов и сайтов не работали. Не грузится ничего. От поисковиков до банковских приложений и государственных систем. Пропал интернет. Лежало все. От Гугла с Яндексом до госуслуг и банков. Не работали также сервисы такси. Проще сказать, что работало. Это был Telegram по неизвестно какой причине. Так Роскомнадзор показал нам всем пилотную версию суверенного интернета. Вероятнее всего, проблемы с сетью были связаны с сбоем в ТСПУ. Технических средствах противодействия угрозам. Грубо говоря, это такая коробочка, которая установлена у каждого интернет-провайдера. Через ТСПУ Роскомнадзор смотрит, на какой сайт пытается зайти пользователь. Если сайт в черном списке, то увидеть его вы не сможете. Не ставить ТСПУ нельзя, таков закон. Управляет этой коробочкой Роскомнадзор без всякого участия провайдеров, хотя устройство устанавливается за деньги провайдера, то есть за ваши деньги, дорогой потребитель. Именно с помощью этого ТСПУ в России блокируются сайты и замедляются сервисы типа YouTube. Провайдеры сходятся во мнении, что, скорее всего, Роскомнадзор выкатил обновление, которое посчитало весь интернет запрещенным, а Telegram почему-то не посчитало. Когда стал понятен масштаб катастрофы, обновления откатили назад, они стали исправлять ошибку, поэтому удалось относительно быстро все исправить. В пользу этой версии говорит тот факт, что с VPN интернет работал. Такой трафик Роскомнадзору пока не подвластен. Поэтому поставьте себе VPN. Это иногда спасает. И подпишитесь на мой канал, так будет проще оставаться на связи, несмотря на все усилия властей. До недавних пор провайдеры должны были сами блокировать сайты, которые находятся в реестре запрещенных ресурсов. Но там миллионы страниц. Роскомнадзор ежегодно блокирует сотни тысяч адресов. В 2019 году был принят закон о суверенном интернете, по которому контроль за доступными сайтами переходил от провайдеров к Роскомнадзору. Объясняли это, конечно, защитой на случай отключения России от глобального интернета. Но напомним, такого в истории еще не происходило, хотя предложения были. Украинские власти после начала войны действительно обратились в международные организации, которые отвечают за инфраструктуру интернета, чтобы отключить Россию. Международные организации отказались. От интернета не отключают ни Иран, ни Китай, ни Северную Корею. Они отгораживаются сами. Поэтому настоящая задача закона о суверенном интернете – это запретить вам доступ в интернет, а не защититься от его отключения. Так, Роскомнадзор последовательно двигается снизу вверх по списку самых популярных мессенджеров и блокирует их. Изоляция Рунета идет полным ходом. Сигнал заблокирован в августе. Дискорд, которым до блокировки пользовалось около 10% населения, заблокирован в октябре. Вайбер в декабре 2024 года. Выше по уровню популярности остались только Telegram, им пользуются 70% населения, и WhatsApp, которым пользуются почти 80% россиян. При этом WhatsApp уже грозит блокировка, поскольку сервис принадлежит корпорации Мета, чья деятельность в России запрещена. А Telegram Роскомнадзор пытался заблокировать, правда, тогда не сумел. В 2018 году Таганский суд Москвы заблокировал Telegram за отказ предоставить ФСБ доступ к переписке в соответствии с требованиями закона Яровой. В 2020 году блокировка была снята, а Роскомнадзор разрешил работу Telegram, однако судебное решение о блокировке так и не было отменено. Блокировка грозит игровой платформе Steam, поскольку депутаты хотят идентифицировать пользователей по мобильному номеру или через госуслуги. Блокируют не только мессенджеры или платформы, но и средства обхода блокировок. В апреле 2024 года Роскомнадзор отчитался, что заблокировал около 150 популярных VPN-сервисов и порядка 700 материалов с пропагандой использования VPN для обхода блокировок.
С 30 ноября 2024 года запрещено распространение любой информации о VPN, даже научной и статистической. В декабре этого года Роскомнадзор предупредил, что заблокирует все ресурсы, которые не выполнили требования нового закона о хостерах. В частности, сотрудничать с МВД, ФСБ и тому подобным, и держать сервера в России, то есть хранить все данные в зоне досягаемости правоохранителей. Под блокировку могут попасть все IP-адреса и автономные системы, которые предоставляют серверные мощности для половины российского интернета. По сути, это означает переход к туркмено-северокорейскому сценарию. Запрещено все, что не разрешено. Информационное свое пространство нужно защищать. Точечно ли блокировать, кластерово или какими-то там сегментами, это, безусловно, вопрос, который необходимо решать в каждом конкретном случае. Но то, что это надо делать, 100%, обязательно. Причем техническая основа для подготовки изоляции Рунета представлена почти целиком западным оборудованием, которое завозят в обход санкций. Вот такой вот у нас суверенный интернет, построенный на враждебных технологиях. Но, пожалуй, самая наглядная и поучительная история – это ограничение доступа россиян к YouTube. Формальные претензии к YouTube – это нежелание взаимодействовать с Роскомнадзором для удаления запрещенной информации. После начала войны Google не стал сотрудничать с властями, обанкротил российское юрлицо и ушел из России, а также отключил монетизацию для российских владельцев YouTube-каналов. В разное время Роскомнадзор требовал от видеохостинга удалить ролики, связанные с мобилизацией, с войной, требовал удалить каналы Волкова и Милова, канал «Открытой России», видео с анонсами акции Навального, ролики со списком умного голосования, видео расследования про Терешкову. Первая волна блокировок YouTube случилась в июле 2024 года. Поначалу она не имела никакого юридического обоснования, даже отрицалась регулятором. Говорилось про деградацию необслуживаемой инфраструктуры. Google, хозяин YouTube, да, он когда создавал здесь у нас свою сеть, он создал и соответствующие дочки в России, юрлицы, которым он платит, создавал, значит, сервисы соответствующие создавал, которые надо обслуживать. Вот создав эти дочки, он работал с ними. После того, как на Западе начали вводить различные ограничения и санкции, Google практически перестал или сократил их финансирование, сократил поставку сюда соответствующей техники и таким образом создал сам для себя определенные проблемы. Однако Google заявил, что это вранье и проблема не с техникой, а с действиями властей. Затем нынешний в Рио губернатор Курской области Хинштейн сообщил о готовящемся замедлении сервиса из-за антироссийской политики хостинга. Хотя это заявление было быстро опровергнуто, замедление YouTube произошло. Просмотры и трафик упали приблизительно на 40%. Причем больше всего пострадали не оппозиционные каналы, а производители развлекательного контента, например, такие как Мосфильм. Глава Мосфильма Карен Шахназаров пожаловался Путину на проблемы из-за замедления YouTube. Путин пообещал разобраться, но вернуть сервис к нормальной работе уже невозможно. Слишком много денег вбухано в попытки построить замену YouTube. Это и Рутюб от Газпром Медиа, это и сервис-платформа от Маргариты Симонян. Но главный кандидат на роль замены YouTube – это ВК-видео. По счастливому совпадению ВК руководит сын замглавы администрации президента Сергея Кириенко, Владимир. А контентом ВК занимается 30-летний Степан Ковальчук. Степан – внук главы Курчатовского института Михаила Ковальчука. Напомню, что Михаил и Юрий Ковальчуки – близкие и давние друзья и советчики Путина. Ни ВК-видео, ни Рутюб, ни платформа не имеют нормальной системы рекомендаций. У них нет модели монетизации и привлечения денег со стороны рекламодателей. А значит, работающим на этих платформах блогерам невозможно заработать. ВК-видео, Рутюб, платформа абсолютно неконкурентны при работающем YouTube. Недаром некоторые известные блогеры возвращаются даже на замедленный YouTube. Поэтому заработки путинских друзей, приближенных пропагандистов на освоении средств на замещение YouTube – важная причина блокировки. Но все же основной резон – это затруднение доступа к независимой и оппозиционной информации. На август 2024 года суммарная аудитория каналов российской оппозиции, а также зарубежных и независимых СМИ составляла как минимум 53 миллиона подписчиков. А уникальная аудитория только тех YouTube-площадок медиа, которые работают в изгнании, оценивается в 6,6 миллионов человек.
Большая часть этой аудитории проживает в России. Именно от этих медиа, экспертов, политиков Путин и Роскомнадзор хотят отрезать россиян. Но ущерб для обычных, даже не политичных граждан от запрета YouTube никто, конечно, не обращает внимания. К июлю 2024 года перед замедлением среднемесячная аудитория YouTube составляла почти 96 миллионов человек. Каждый день платформой пользовались больше 55 миллионов россиян или 46% всего населения старше 12 лет. На самом деле эта цифра даже выше, поскольку эти замеры частично не учитывали внушительную аудиторию детского YouTube. Это сопоставимо с телевизионной аудиторией, но YouTube гораздо больше, чем соцсеть или гора мусорных видео. Это огромный массив знаний, и нельзя от него просто так отмахнуться. Это десятки миллионов научных, учебных, познавательных видео, которые никто не собирается переносить на суверенные аналоги YouTube. А значит, в случае полной блокировки все это будет потеряно для россиян. И все это ради чего? YouTube и Google должны соблюдать наши законы и избегать какого-то жульничества в сети, а именно не должны использовать и злоупотреблять сетью для достижения политических целей своих правительств. Ради вот такой вот мотивации уровня обиженного подростка мы идем по пути Китая, Эритреи, Мьянмы, Ирана. Это список стран, где блокируют YouTube и другие соцсети. Кстати, в КНДР там нет, потому что в КНДР, собственно, и интернета нет. Хотя даже в идеологически близком Путину Иране в последнее время сервисы не блокируют, а наоборот разрешают. В преддверии 9 мая Путин отключал Москву от мобильной связи и мобильного интернета ради обеспечения безопасности подготовки парада. Мобильный интернет регулярно отключают для отражения атак украинских дронов. А теперь политика по удушению западных сервисов официально заявлена президентом и министром цифрового развития. Так что тренд на убийство Рунета идет давно, последовательно и, судя по всему, неуклонно. При отключении интернета или отдельных сервисов доступ к самым разным сайтам теряют все. И антивоенные граждане, и турбопатриоты, и аполитичные профессионалы. И от этого не выигрывает никто. Никто, кроме путинского режима, для которого сохранение власти – это цель, ради которой можно отправить всю страну в доинтернетовское прошлое. Счастливо вам! В 21 веке препоны на пути свободного получения информации – это варварство и лудизм, которые идут вам во вред вне зависимости от вашей политической позиции.